Всех приветствую на своем канале. Это первая часть. Мы будем вязать с вами вот такое платье. Такое небольшое, оно не длинное, такое весеннее платьишко. Пряжа это акрил с хлопком. Так что, пожалуйста, вот разглядите, интересна вам такая тема или не интересна вам такая тема. В первой части, естественно, да, чтобы не затягивать видео, мы с вами свяжем вот эту часть, то есть верхнюю часть. Там будут прикреплены расчеты все. То есть вывяжем реглан и до юбочки. Вот. Поэтому, кому понравилось, пожалуйста, приступаем. Дальше по цветам, по инструментам я все расскажу вам дальше. Итак, приступим, да, к нашему платьишку, к вязанию. Вязать я буду вот такими цветами. Сейчас я вам по цветам скажу. Это пряжа Янар Джинс, 55% хлопок, 45 акрил, 160 метров в 50 граммах. Цвет 60-й, кому как бы важно, да, кто именно хочет таким же цветом. И этот цвет 72-й. Вот. Это что касается наших материалов. Что касается инструментов, я буду вязать на спицах номер 3. Я связала уже резиночку. Вот, чтобы как бы не затягивать видео, сразу уже подготовила. К ним мы сейчас вернемся на 5 спицах номер 3. Вот, да. Что касается расчетов можете сделать, как всегда, опять скриншот, но картинку я точно так же приложу, но вкратце я вам скажу. Обхват шеи у собаки 26 сантиметров, обхват груди 36 сантиметров, ширина груди 6 сантиметров и высота я тоже взяла 6. Вот. Начинать мы будем с 64 петель. Вот. На спинке мы будем делать по 12 прибавок в линии реглана, а со стороны рукавов мы будем делать по 10 петель прибавок. Как это сделать, я все покажу. Распределила я следующим образом: 15 на грудку, по 5 на рукава и 35 на спинку. Нечетное количество мне понадобилось для рисунка именно. Вот. Рисуночек сейчас покажу вам. Вот такой рисунок это будет. Не знаю, видно, не видно? Ну, видно, очень хорошо даже видно. Вот, это юбочка. Ну, такой образец я связала, вот, да, с изнаночной стороны, с лицевой стороны. Вот, посмотрите. И тогда мы с вами приступаем, да. Как я уже сказала, мы набираем 64 петли. Любым удобным способом. Я набрала эластичным набором. Ссылочку я, естественно, и в описании, и здесь в подсказках я прикреплю, как это сделать. Кому это сложно и не нравится, пожалуйста, любым способом. Резиночка 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная. Я провязала 5 сантиметров. И сейчас уже буду менять нитку на другой цвет. И первый ряд у нас будет с вами установочный, как всегда. То есть мы распределим петли, сменим ниточку и распределим петли. Давайте будем распределять петли согласно нашей схеме. Я схему убирать не буду, именно прям по схеме буду вам показывать. Я беру ниточку другого цвета и присоединяюсь. Сразу начинаю вязать другим цветом. У нас по схеме идет 7 лицевых петель. Провязываем 7 лицевых петель. Три, 4, 5, 6 и 7. Потом у нас идет изнаночная петля. Это как раз наша регланная линия. Провязываем ее изнанкой. 5 петель рукава, тоже лицевыми. 2, 3, 4 и 5. Потом идет следующая регланная линия. Изнанкой ее провязываем.
И дальше идет у нас распределение рисунка по спинке. Оно будет идти следующим образом. 3 лицевые, потом 29 петель рисунка и 3 лицевые. Так мы с вами сейчас и сделаем. Провязываем 3 лицевые. 1, 2 и третью уже с другой спицы. А далее у нас следует рисунок. Рисунок сам состоит из 4 петель, но количество их будет 7 штук. 7 полосочек. То есть у нас будет идти 1 изнаночная. Рисунок у нас состоит 1 изнаночная, 3 лицевых. 1, 2, 3. И так дальше продолжаем. 1 изнаночная. 1, 2, 3. 3 лицевых. 1 изнаночная и 3 лицевых. Раз, два. А третью лицевую я с этой спицы провяжу, потому что нам невозможно разбить как бы наш раппорт, поэтому пусть будет целиком на одной спице. И дальше 1 изнаночная, продолжаем, и 3 лицевых. Изнаночная и 3 лицевых. Изнаночная, 3 лицевых. И изнаночная — это для симметрии нашего рисунка. 29 петель рисунка мы с вами провязали. Теперь вот здесь в конце перед регланной линией 3 лицевых. 1, 2 и 1 уже на другой спице. И 3 лицевых. Дальше у нас идет изнаночная. Это наша вот эта регланная линия. Потом идет 5 петель рукава. Лицевыми их провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Потом опять идет у нас изнаночная, последняя регланная линия. И 8 петель лицевых остается. Все, распределение мы с вами сделали. Второй ряд мы с вами провяжем, как у нас вот сейчас мы распределили, будем считать его как бы рядом изнаночным, да? Все нечетные ряды у нас будут, это лицевые ряды, а четные ряды это будут изнаночные. Все, сейчас давайте провязываем мы с вами второй ряд, а потом приступим уже к вывязыванию рисунка. Провязала я еще один ряд, можно сказать так, изнаночный, да. Теперь у нас начинается лицевой ряд. Мы будем его уже вязать с прибавками. Но, смотрите, обращаю ваше внимание, у нас прибавки на спинке 12, по 12 штук, а на рукавах по 10 прибавок. Для этого я предлагаю поступить следующим образом. Сейчас, да, в начале не делать на рукавах прибавку и в конце не делать прибавку. И с этой стороны поступить точно так же. А на спинке эти прибавки делать. Поэтому мы сейчас с вами здесь провязываем без изменений 7 лицевых. Вот изнаночная регланная линия. Потом идет 5 петель лицевых рукава. Еще одна изнаночная регланная линия. А теперь делать прибавку. Сейчас мы вот здесь вот в районе, да, вот спинки. Сейчас мы будем вывязывать спинку. Теперь мы делаем прибавку. Я делаю накид от себя. И дальше у нас идет с вами рисунок. 3 лицевых. Третья вот лицевая. Вот. Теперь начинается наш рисунок. Смотрите, сейчас я вам покажу по рисунку. Вот здесь, ну, может быть, плохо видно, сейчас будет все видно и понятно. Вот здесь на образце 5, 1, 2, 3, 4, 5 раппортов. Вот. А здесь у нас с вами уже в изделии получается 7 раппортов. Специально я взяла нечетное количество, потому что мы с вами будем делать это через раппорт. Да, чтобы, ну, вообще в оригинале этот рисуночек, эти перекресты, да, вот эти идут в каждом раппорте. Но я как бы решила добавить немножко своего
и сделала его через один. Поэтому сейчас мы будем вязать, и вы поймете, про что идет разговор. Итак, смотрите, мы начинаем наш раппорт. Изнаночную мы провязываем. Дальше у нас идет с вами 3 лицевых. 1, 2, 3. Дальнюю третью лицевую мы через нее проводим 2 наши лицевых. Смотрите, немножко сложновато, но когда это сделать несколько раз, то будет уже получаться получше. Вот так мы третий лицевой обняли, да, 2 лицевые предыдущие. Теперь мы провязываем лицевую, делаем накид и провязываем еще 1 лицевую. То есть мы восполняем этим накидом опять нашу последовательность из 3 лицевых. Следующий раппорт мы провязываем, перекрест мы этот не делаем. 1, 2, 3 лицевые мы провязываем. То есть, видите, мы, получается, 1 раппорт перекрещиваем, 1 провязываем, следующий перекрещиваем, вот так через 1. А уже в следующем лицевом ряду мы наоборот. Первые 3 лицевые мы будем провязывать, не перекрещивая, а будем перекрещивать уже следующий раппорт. Тоже получится через 1. Провязываем лицевую. Еще раз, смотрите, пододвигаем их поближе вместе. Вытягиваем 3-ю лицевую спицу. Указательным пальцем левой руки придерживаем и проводим. Провязываем 1 лицевую. Делаем накид. И еще 1 лицевую. Вот. Следующий раппорт мы провязываем, не перекрещивая. 3 лицевых. Мы будем их перекрещивать в следующем лицевом ряду. Так, изнаночная. И перекрещиваем опять. 1, 2, 3. Берем 3-ю, вытягиваем лицевую петлю. Здесь эти держим 2 указательным пальцем и перекидываем. Провязываем лицевую, делаем накид и еще 1 лицевую. Все, следующие 3 петли мы провязываем без перекрещивания. 2, 3. И последнюю троечку мы протягиваем. Вот так. Провязываем лицевую, накид и лицевую. Все. Изнаночная петля для ровности нашего узора. Все, 2 лицевых. Еще 1, 3-я лицевая. И дальше у нас получается вот эта наша линия реглана, в которой мы делаем прибавку. Делаем накид. Накид. Провязываю изнаночную регланную линию. И дальше в рукавах мы с вами пока договорились не делать накиды. Поэтому мы провязываем без изменений петли рукава. Следующая регланная линия, последняя. И петли грудки. Все. В изнаночном ряду мы будем провязывать с вами все наши накиды. Но будем их, наверное, все-таки вязать по одинаковому. Сейчас я вам покажу. Смотрите, лицевой ряд идет. Лицевой ряд это у нас изнаночный, да? Это для тех, кто, например, будет вязать на 2 спицах. Тоже так же можно, то есть лицевой и изнаночный ряд, правильно же? Вот, регланная линия, прошли мы ее. Петли 5 петель рукава. Регланная линия изнаночная. И вот наш первый накид. Да? Давайте вы как хотите. Можете провязать его просто лицевой, и будет дырочка. Вот такая вот. Да? Я оставлю это так, потому как пусть будет небольшой такой ажурчик. Да? Пусть будет ажурчик. Так как у нас вроде бы платье и как бы такое уже прохладное, пусть будет ажурчик. Не перекрещенной петлей, как обычно мы это делали, а вот просто провязываем лицевой. Вот. Потом 2 лицевые на этой спице и сюда. 1 лицевая здесь
И будем провязывать сейчас наш рисунок. 1 изнаночная и вот 3, которые мы с вами перекрещивали. Просто их провязываем 3 лицевой. Вот наш накид. Его мы провязываем лицевой петлей и еще раз лицевой. Все. Все здесь провязываем лицевыми. Дальше все точно так же по рисунку. 1 изнаночная, 3 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевых. Накиды здесь мы провязываем все лицевыми петлями. Довязываем до конца ряда, встречаемся с вами и покажу, как в следующем лицевом ряду уже будут идти у нас прибавки. И на рукавах будут прибавки у нас с вами. И здесь у нас поменяется очередность перекрещивания. Покажу вам. Следующий лицевой ряд мы точно так же провязываем. Грудка без изменений. 7 лицевых петель. 3, 4, 5, 6 и 7. Регланная линия, изнаночная петля. И здесь мы с вами уже делаем накид, прибавку. Да, то есть вот уже пошли наши на рукавах прибавки. Потом 5 петель рукава. 2, 3, 4, 5. Вот наша регланная линия изнаночная. Нам нужно до сделать и после. Делаем накид. Провязываем изнаночную петлю, еще раз накид и все вяжем лицевыми. Здесь 1 лицевая и начинается наш рисунок. Изнаночная петля. Потом здесь мы уже в первом раппорте сделали перекрещивание. Сейчас мы тут не делаем. Мы провязываем 3 лицевых. Изнаночную делаем. И вот в следующей тройке мы уже делаем перекрещивание. Перекрестили. Потом 1 лицевая, накид и лицевая. В следующем раппорте мы не делаем перекрещивание, потому что у нас оно было в предыдущем ряду. Провязываем просто 3 лицевых. В следующем делаем. То есть вот это вся наша последовательность нашего рисунка. Лицевую провязываем, накид и лицевая. Ой, вот так. Все, видите, у нас получается с вами в шахматном порядке. Через одну и в следующем ряду через одну. Следующий лицевой ряд опять через одну, начиная с первой. Так мы будем с вами поступать. Следующую мы с вами провязываем, не перекрещивая следующий раппорт. Так, сейчас минутку. 3 лицевых. Изнаночная. Перекрещиваем. Лицевая, накид, лицевая. Все, следующее мы провязываем просто 3 лицевых, следующий раппорт. 1, 2 и 3. Изнаночная и лицевые наши идут. Все, раппорт закончился. У нас вот так вот будет с вами получаться. Через одну. Ну, сейчас пока еще плохо видно, пока мы только начали. Дальше немножко мы провяжем, естественно, все очевидно будет. Станет на свои все места. Здесь у нас уже с вами 2 лицевых. Теперь делаем прибавку перед регланной линией. Регланная линия изнаночная и прибавка. На рукаве провязываем петли рукава. Еще следующая, последняя регланная линия. Делаем прибавку, провязываем изнаночную регланную линию. Все. Следующий ряд у нас с вами будет изнаночный. Это значит, что в изнаночном ряду мы все провязываем как по рисунку. Все накиды у нас мы провязываем лицевыми. Если вы не хотите делать дырочки, вот, чтобы у вас в линии реглана были дырочки, провязывайте скрещенными петлями. Тогда дырочек не будет у вас. Все.
Сейчас я провяжу изнаночный ряд и опять к вам подсоединюсь. Еще раз покажу вам по рисунку, как это будет идти еще раз, чтобы закрепить, чтобы вы хорошенько, ну, как бы поняли, да, как, не то, что даже хорошенько поняли, а проверили себя, правильно ли вы поняли. Следующий у нас с вами лицевой ряд. Мы опять провязываем 7 лицевых на грудке. Грудка наша с вами получается неизменной. Потом регланная линия, делаем накид и провязываем уже теперь 7 лицевых петель, потому что мы с вами уже здесь сделали прибавки на рукаве. Дошли до регланной линии, до изнаночной петли, опять делаем накид, изнаночную, накид и провязываем дальше все лицевыми. До нашего рисунка. Теперь смотрите дальше. Рисунок наш, да? Провязали мы одну изнаночную. И вот у нас идет опять троечка наша, да? Теперь мы эту тройку опять будем перекрещивать. То есть получается через лицевой ряд, да, мы ее перекрещиваем. Провели через 2 петли. Провязываем лицевую. Делаем накид. И лицевая. Все. Следующую тройку мы не перекидываем, просто провязываем 3 лицевые. 2 и 3. Вот видите, у нас уже с вами образуется узорчик. Дальше он будет красивее и красивее. Посмотрите. Следующую тройку мы перекрещиваем. Лицевая, накид, лицевая. Все. Следующую тройку мы просто провязываем. 3 лицевых. 1, 2, 3. Рисуночек не сложный, но тем самым будет очень красиво, когда уже в изделии, очень красиво будет смотреться. Все, да, это что касается рисунка. Что касается наших прибавок на рукаве, то, как обычно, мы с вами вяжем прибавки. Когда у нас свяжется здесь 10 прибавок, а мы это увидим, у нас это будет очевидно, у нас на рукаве будет 10 вот таких вот дырочек. Это значит, что мы связали. И последнюю здесь мы с вами уже тогда встретимся, я вам покажу. Еще одну в конце мы с вами не сделаем, а на спинке еще будем делать. Тем самым это, как бы, знаете, такой выход из положения, когда нужно на грудке прибавить больше, а рукава большие делать не хочется, сильно раздувать, да? Это вот такой выход, сделать прибавки по-разному, по количеству именно по-разному. На спинке, например, больше, на рукавах сделать прибавок поменьше. Все, дальше мы садимся, спокойно вяжем и делаем 10 прибавок. Одну мы с вами уже сделали, итого 9 вы делаете самостоятельно. И встречаемся уже с вами тогда и посмотрим на наш результат. Итак, девчонки, смотрите, у нас провязалось с вами 10 прибавок. Сейчас мы их посчитаем. То есть на рукавах мы сейчас, да, сделали с обоих сторон по 10 прибавок. Сейчас я провяжу до первой линии реглана, и мы с вами увидим. Вот смотрите. Вот можно их посчитать здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 прибавок сделано. Можете пересчитать. У вас от изнаночной до изнаночной петли, от регланной линии до регланной линии на рукаве должно получиться 25 петель. Мы здесь прибавки уже делать не будем, а на спинке мы будем продолжать. Нам нужно сделать еще, сейчас у нас 11 прибавок на спинке, нам нужно сделать по 12. Значит, одну здесь и одну там. И это будет у нас все, с прибавками у нас будет закончено. Мы будем с вами формировать рукав. Сейчас мы провязываем рукавчик и просчитываем наши петли. Провязала, смотрите, я от регланной линии до регланной линии, да, это рукав, 25 петель. Прибавки мы в рукавах больше не делаем. Провязываю я регланную линию.
и со стороны спинки я делаю прибавку. Дальше вяжу по рисунку. На следующей стороне повторяю то же самое. Со стороны спинки мы делаем прибавку. На рукавах мы прибавки больше не делаем. Так мы провязываем с вами этот ряд и последний как бы изнаночный ряд, да, и потом мы с вами встречаемся и делаем уже рукава. Провязались все прибавки и на спинке, и на рукавчиках. Теперь будем формировать с вами рукав. Нам для этого понадобится иголка с дополнительной ниткой. Это для тех, кто будет вязать рукав. В платье как бы это не обязательно делать рукав. Я вам сейчас покажу. Можно просто рукав, петли рукава закрыть, и все. И у вас так и останется. А кто будет делать рукав, тот делает так же, как я. Мы провязываем петли нашей грудки, провязываем регланную линию, изнаночную петлю, она уходит у нас в грудку, и 25 петель снимаем на дополнительную спицу. Это для тех, кто будет вязать рукав. Для тех, кто не хочет рукав, просто закрываете петли и вяжете дальше, и там поступаете со вторым рукавом точно так же. Но когда будете вязать изнаночный ряд, вот здесь нужно будет сделать воздушные петли. То есть как-то соединить, у нас должно это соединиться. Потому что сейчас у нас нитка с этой стороны. Когда вы закроете петли, она придет у вас сюда. Но нам нужно будет добавить воздушные петли. Мы их добавим сейчас в этом ряду, в лицевом, а вы добавите их в изнаночном ряду, те, кто будет закрывать. Те, кто снимает петли на дополнительную, кто будет вязать дальше рукав, тот снимает петли рукава от изнаночной до изнаночной, то есть от регланной до регланной линии на дополнительную нитку. И будем потом продолжать с вами вывязывать рукав. У меня платье будет с рукавом. Вот, все, дошли мы до следующей изнаночной. Вот она. Убираем туда. И сейчас нам нужно сделать наши петли, вот они, это 3 петли, воздушные петли подреза. Ой, смотрите, просто делаю воздушные петельки. Вот эту последнюю петлю хорошо затягиваю я посильнее и делаю воздушные петли. 1, 2, тоже затягиваю посильнее, и 3. Все. Дальше продолжаю вязание до следующего рукава. Спинку вяжем по рисунку, как у нас она идет. Здесь изнаночную я оставляю. Я ее буду провязывать тоже изнаночной. Эту линию буду сохранять я. То есть изнанка. Здесь будет тоже у меня лицо, изнанка, лицо, изнанка. Здесь будет изнанка. То есть в следующем ряду я вам сейчас покажу, когда мы дойдем. Сейчас мы провязываем ряд весь до следующего рукава. И со следующим рукавом поступаем точно так же. То есть кто закрывает, тот закрывает. Кто снимает на дополнительную ниточку, естественно, тот снимает на дополнительную нить. Сняла оба рукава на дополнительную нитку. Теперь изнаночный ряд. Посмотрите, чтобы талия наша, да, и грудка, в дальнейшем пузика, теперь уже пузика, села как бы более, это все-таки платье, чтобы по фигуре, я начну вязать сейчас здесь до вот этой вот изнаночной, последней, да, регланной линии, да, до спинки, резинкой. То есть я провязываю лицо, одну изнанку, 1 лицевая, изнанка, и так провязываю. Сейчас я вам скажу количество петель. Лицо, вот наша регланная, мы попали в нее изнаночная, вот которую мы 3 петли набирали. Мы их точно так же провязываем. Лицо, изнанку и лицо. 3 воздушные петли. Опять наши. И заканчиваем мы изнаночной. Итого, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 петель. Дальше мы вяжем
тут у нас идут лицевые, спинку мы вяжем по рисунку. Это у нас с вами изнаночный ряд, так что мы здесь просто спинку, рисунок спинки просто провязываем и до следующего рукава. Последняя спица, вот где у нас второй рукав, на которой довязываем все лицевыми до первой нашей изнаночной, которая регланная линия. Вот она. Провязываю ее изнаночной. Дальше точно так же я распределяю резиночка. Вот начиная с нее изнанка. Дальше воздушная петля лицо. Воздушная петля изнанка. Так. Не все так просто. Угу. Так, изнанка. Воздушная петля следующая лицо. И опять мы вот в изнаночную регланную линию. Все, и дальше распределяю изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо и последняя изнанка. Все, вот эту часть, вот, да, смотрите, сейчас я вам покажу вот так, виднее будет, да, вот отсюда и вот до рукава, да, вот задняя сторона рукава с этой стороны и задняя рукава с этой стороны, это у нас будет все теперь идти резинка. Здесь спинку мы вяжем по рисунку, так и продолжаем вязать ее по рисунку. А теперь вы скажете, какое же количество нам нужно вязать. Вот здесь нам с вами пригодится наша величина, это ширина шага. У моей собаки она составляет от подмышки передней лапы до паха задней лапы, она составляет 15 сантиметров. Но впритык я вязать не буду 15 сантиметров. Я буду вязать 13 сантиметров. Вот, 13 сантиметров. В рядах, естественно, это все можно посчитать, зная нашу плотность вязания. 13 мы умножаем на ряды. 2,86. И у нас получается 37, ну, 38-40 рядов. Итак, 40 петель, вот эти 13 сантиметров, мы с вами, 40 рядов, мы с вами разделим следующим образом. 20 рядов мы провяжем. Вот я провязала уже 20 рядов, специально, чтобы показать вам, как сделать эти убавки. У вас может быть другое количество рядов, то есть принцип, смотрите, мы делим пополам наше количество рядов, да, то есть первую большую половину мы вяжем без убавок, а потом оставшиеся мы сделаем 2 убавки, потому что я сначала планировала сделать 3 убавки, но мы сделаем 2 убавки, потому что, чтобы лег наш рисунок, потом наш рисунок перейдет в юбочку, и чтобы он лег сюда ровненько, потому что 3-я убавка, это уже нам тогда не хватит. Вот 2 убавки с одной стороны, 2 убавки с другой. Смотрите. Сейчас у нас, у меня лично, да, 84 петли. Пока мы ничего не убавляли, не прибавляли, 84 петли. Из них 25 из них вот резинка, как вы видите здесь на пузике, да, тут по 15, по-моему, ну, неважно, да, есть свободные. Вот эти вот свободные петельки, которые просто лицевые между резинкой и рисунком на спинке, мы из них будем делать с вами убавки. Для этого мы провязываем резинку в начале ряда, да, это у меня это лично 21 ряд. В сантиметрах, сейчас я вам подскажу, в сантиметрах где-то 6 сантиметров я мерила, но сейчас я замерю еще раз. Провязываем резинку. После изнаночной петли резинки, да, я вот провязала 12 петель резинки, идут лицевые. Мы их провязываем 2 вместе с наклоном вправо. То есть, как они у нас стоят, так мы их вместе за передние, за ближние к нам стеночки провязываем. Вот так. И, как видите, петельки наклоняются вправо. Это не столь важно, ну, как бы в целях симметрии и как бы чистой эстетики, да, чтобы у нас здесь тоже
соблюсти симметрию именно эту. Все, да, теперь мы довязываем ряд до конца, по рисунку там спинка, все, и мы доходим вот здесь до резинки на последней спице, не довязываем 2 лицевых петли, мы их тоже будем с вами убавлять. Итак, смотрите, последняя спица у меня, да, 4-я, не довязываю я 2 петли лицевые до начала резинки, и петельки у нас смотрят налево, да, их нам нужно развернуть. Мы разворачиваем их, чтобы они смотрели направо, да, развернуты были, и за задние стеночки провязываем их вместе. Это у нас с вами убавка с наклоном влево. Видите, петелька развернулась таким образом и наклонена влево. Все, дальше мы вяжем с вами резинку, заканчиваем ряд. И еще такую же, да, по одной убавке мы с вами сделаем через 9 рядов в 10-м. То есть сейчас мы наш счет обнуляем. Все, да, и опять начинаем просчитывать с первого ряда, провязываем 9 рядов с вами и делаем такую убавку. Все, итого у нас должно с вами на спицах остаться 80 петель. Останется у нас с вами, должно остаться 80 петель, и мы уже будем их распределять потом в рисунок. Все, да, то есть провязываем 9 рядов, делаем убавку, потом замеряем. Сейчас это 6 сантиметров, я буду провязывать 13, то есть сейчас как бы убавки, количество убавок имеет значение, да, если как бы у кого-то можно было еще побольше там сделать, распределить, то сейчас для рисунка нам нужно убрать по 2 петли с обоих сторон. Вот. Смотрите, я вот замеряю, я буду вязать 13 сантиметров. Ну, опять-таки же, это не очень так важно, 12, 13. Вот ставим себе предел, не больше 13. Вот я не хочу делать, чтобы на пузике было сильно длинным. Пусть будет 13. Все, и потом с вами уже встречаемся.